В этом видео разберем Нанали, одну из самых понятных, но при этом довольно сильных ДПС персонажей в Neverness to Everness. Ее основной геймплей строится вокруг доп атак и двух состояний, которые усиливают друг друга. Когда у вас одновременно активно два ее умения, это техника Воя Каучи и ультимативная техника Каучи, ее урон заметно возрастает и начинает быстро накапливаться за счет обычных атак. При этом ротация у нее достаточно простая и быстро запоминается. Нанали не требует сложных комбинаций. Важно скорее не сбиваться и держать темп. Отдельно стоит отметить, что она не только наносит урон сама, но и усиливает команду за счет увеличения урона от цветения реакции, даже просто играя по своей стандартной ротации. Ну и как небольшой бонус, в открытом мире она может бегать по стенам, что реально удобно для исследования. Плюс у нее есть дополнительные взаимодействия, связанные с магазином, включая бафы и даже возможность взаимодействовать с клиентами. Дальше разберем, как именно работает ее набор навыков, как ее одеть и как ей играть. Теперь разберемся с оружием Нанали. Лучший вариант для нее это будет ее сигнатурная дуга, полная готовность. Это ее сигнатурка, и она дает все, что нужно под ее геймплей. После использования навыка или ульты она получает бонус к урону на 15 секунд. А если поражать оба, усиливается еще сильнее, вплоть до дополнительного урона по боссам. С учетом того, что ее ротация как раз строится вокруг этих кнопок, баф висит практически постоянно. Если сигнатурки нет, дальше идут более доступные варианты. Пух стойкости. Хороший универсальный вариант из Battle Pass. Дает стабильные статы и в целом нормально закрывает потребности персонажа без каких-то сложных условий. Бушующее пламя – один из лучших фри-то-плей вариантов. Усиливает урон навыка и ультимейта, поэтому здесь важно соблюдать порядок ротации и начинать с ульты, чтобы получить максимум урона. Ора-Ора – крепкий вариант среди оранговых дуг. Делает упор на усиление обычных атак, что хорошо сочетается с тем, как Нанали наносит основной урон. Песень Кита – более ситуативная опция, дает атаку и усиливает урон по врагам в состоянии пробития. Плюс немного выживаемости за счет лечения. Лучше раскрывается в командах, где стабильно есть контроль или частые станы. В целом приоритет простой, если есть ее сигнатурка, используем ее. Если нет, берешь любой из альтернативных вариантов под свой стиль игры и доступные ресурсы у вас в данный момент. Теперь переходим к картриджам. Это один из ключевых факторов урона Нанали. Лучший сет для нее это светлячки и лес. Он идеально синергирует с ее геймплеем, потому что дает большое количество крит урона, который она может поддерживать почти постоянно за счет непрерывных атак. При активном эффекте можно получить до 56% крит урона, плюс дополнительно усиливает ее основной тип урона. Анима. В сумме это дает самый высокий приоритет урона. Альтернатива. Крет от теней. Этот сет дает до 35% атаки после использования навыка. В комбинации с бонусом к крит урону из ее механик это дает стабильный и понятный прирост урона. Особенно хорошо заходит, если у тебя уже есть нормально набранное количество крит урона и крит статов. В общем. По статам приоритет следующий. Основным статом желательно взять крит урон, так как крит шанс она получает за счет модулей типа 2. Сабстаты. Крит шанс и крит урон в первую очередь и атаку желательно. Второстепенным берем процент увеличения урона и атаку беспроцентную. Важно понимать, что Нанали сильно зависит от критов, поэтому баланс крит шанса и крит урона ключевой момент. Если вы уже собрали свой билд своего персонажа, у вас в конечном итоге должно получиться плюс 2200 атаки. Желательно иметь 85% крит шанса. Ну или 80, ближе к 80, скажем так. Крит урон должен быть 100 плюс, без учета бонуса от сета. По модулям основной упор идет в крит шанс. Например, через модули типа 2 можно добрать около 30% крит шанса, что сильно упрощает сборку.
В целом логика простая. Сначала стабилизируем крит шанс, затем разгоняем крит урон. И уже после этого добираем атаку и дополнительные бонусы урона. Теперь разберем дюпы на Нали и в каком порядке их стоит брать. Самый приоритетный первый дюп. Называйте меня боссом. Он напрямую увеличивает урон на Нали, пока она находится в состоянии авторитета Ичи Даймё. А так как это ее основное состояние, в котором проходит почти весь урон, прирост получается максимально стабильным и ощутимым. Дальше идет потому, что мы семья. Этот дюп увеличивает время действия авторитета Ичи Даймё. За счет этого ты реже выпадаешь из бафа и в целом игра становится более стабильной. Меньше просадок по урону и проще держать ротацию. Третий по приоритету будет последователи повсюду. Он усиливает доп. Атаки, что напрямую увеличивает основную механику на Нали. Хороший прирост урона, особенно в длительных боях, где ты постоянно находишься на поле боя. Четвертый будет сбор банды. Ускоряет заряд ульты за счет активного геймплея через доп. Атаки. Это дает больше ульты за бой, а значит больше общего урона и быстрее разгон этого же самого урона. Пятый у нас младший член увеличивает время, в течение которого младший босс остается на поле. Это полезно, но уже не так критично, как предыдущие дюпы. Шестой и последний дюпы это не смутьян. Просто увеличивает урон младшего босса. Прирост есть, но он самый слабый среди всех вариантов. И вот таким, собственно, образом у вас должна будет выглядеть консоль, чтобы максимально использовать ячейки и получить максимальный бонус от ее пассивки. За каждый модуль типа 2 она получает 6% крит шансу. То есть ставите вот двойку, 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 тройку. Вот это вот, не знаю, как это назвать. Тройка, уголок, наверное. Двойка, двойка и вот этот вот кракозябру вот эту. Первый вариант команды для Нанали это сама Нанали Zero, который по сути позволяет просто быстро переключаться на других персонажей, так как после использования его скилла сразу заполняется цикл Эспера. Сакири в данном случае она может увеличивать силу атаки и плюс она режет защиту целей. Ну и фактически она может контролировать поле боя, она контроллер. Ну и Ханиэль в данном случае тоже выступает как бафер атаки. Она условно, скажем так, местный Беннет, кто в Геншин играл, поймут. Ну в основном она бафер силы атаки здесь. Второй вариант команды это заменить Сакири на Джу Юань. В данном случае у нас все то же самое. Единственное, что Джу Юань в этом случае она увеличит количество соцветий, а Нанали увеличит скорость нанесения урона этих соцветий. То есть фактически мы увеличиваем урон пассивно, скажем так. Третий вариант это Нанали Zero, Джу Юань и Адлер. В данном случае Адлер он будет служить как саппорт, щитовик, то есть позволяя команде не помереть фактически. И последний, третий вариант это Нанали, Zero, Цзуюань и Сакири. Ну тут как бы все без изменений. Сакири увеличивает урон команды, режет резисты, точнее защиту цели и контролит врагов. Цзуюань, опять же, выступает как в роли саб-ДД, плюс она увеличит количество соцветий, а Нанали в данном случае еще и увеличивает скорость, интервал активации выстрелов этих соцветий, то есть пассивно увеличиваем урон фактически. И теперь я покажу геймплей. Так как большинство ее идеальных команд включает в себя Цзуюань, я покажу вот как именно играть Цзуюань в команде. То есть, по сути, четвертый может быть или Сакири, Ханиэль, или Адлер в команде. Но Цзуюань желательно, чтобы была всегда. Бой мы начинаем с Zero. Используем его ульту, если она готова, естественно. Используем скилл и сразу переключаемся на Цзуюань. Цзуюань уже создала цветки, создаст, точнее, цветки.
Теперь мы собираем цикл Эспера ей уже. Это вот кольцо, которое рядом с уровнем находится. То есть это по сути как концерт в Вуве, фактически. И, собственно, вот собираем цикл ей. Переключаемся на Сакири, ну то есть на последнего саппорта, которого у вас в команде. Если вы играете Сакири, то тут обязательно использовать ульту, так как ее ульта бафает урон команды, то есть атаку. Если это Ханель, то тоже или ульту, или скилл надо использовать, потому что и ульта, и скилл активируют этот баф для команды. Ну, Адлер тут надо набрать его ресурс особый, и после этого активировать ульту. И уже отсюда мы переключаемся, должны будем переключиться на Нали. Здесь используем сначала ее скилл, чтобы получить бафы основные ее. И желательно уже после этого использовать ульту. И все, и наносим урон. Цикл Эспера у Нали фактически заполнен. И после этого повторяем ротацию. Опять же переключаемся на ГГ. И с ГГ дальше как это и было до этого.